И вот, спустя почти месяц мы наконец-то увидели первую часть 77 серии. Она получилась самой лучшей за последнее время, а вместе с этим мы узнали о том, что Альянс теперь официально объединился со Скибиди Туалетами против Астра. И наконец-то жесткий флекс вернувшегося диджея. Но перед тем, как перейти к самому разбору, я всего лишь хотел бы попросить вас подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые видео, а также поставить лайк на этот ролик. И обязательно заходите в мой телеграм-канал, там мы всегда можем оставаться на связи, и именно там выходят все новости и спойлеры к новым сериям. Ну а сейчас я перехожу к разбору этого эпизода. Серия начинается с того, что наш оператор наконец встает ото сна и сразу же идет в бой, ведь над его головой пролетает один из астроскибидистов. На его камере также появляется странная роса, ну либо он просто вспотел от такой потной катки, которую мы видели в прошлой серии, ведь это большой камерамен с лазерной пушкой, который, как я и предполагал, в прошлой серии оказался в целости и сохранности. Он оборачивается, чтобы дать команду уже прибывшему ученому камерамену скрыться, после чего взбирается на холм и видит руины города, который в прошлой серии разрушил огромный астроскибидист. Но резко его отвлекает звон колоколов, и в то же время он замечает парящий в воздухе стул. Обычное дело. Но тот, в свою очередь, двигается куда-то по направлению к свету, что может означать его способность к телепортации, как и у секретного агента, ведь при использовании телепорта у того тоже появлялось некое зеленое свечение. Оператор раскручивает свою пушку для выстрела, после чего подлетает на место, где пару секунд назад был стул, но того уже и след простыл. Однако около дерева можно заметить странного камерамена, который просто стоит. И в то же время на оператора резко выбегает группировка обычных людей в наушниках, которые защищают от песни Скибиди. К камерамену подходит женщина, которая начинает говорить: «Не стреляй, мы не враги, я видела, как ты помогал другим людям. Можешь ли ты отвезти нас в безопасное место?» На что люди получают жест, по всей видимости, означающий отойти назад и спрятаться. Но женщина продолжает стоять на своем. «Нет, разве вы не видите? Церковь вся в огне». И в тот же момент ее прерывает прибывший маленький астроскибидист, который успевает сделать пару выстрелов до того, как оператор полностью обезвредит его. Но вслед за ним прилетает еще один, которого не получается сразу прикончить, и он успевает сделать рывок. Но большой камерамен вовремя прикрывается своим щитом, который он показал в прошлой 76-й серии, после чего он окончательно уничтожает скибидиста. Испепелив этих двух астро своим лазером, он дает приказ людям следовать за ним, но сразу после этого он догадывается, что людей уже нет в живых, и те несколько выстрелов астра все-таки смогли причинить им непоправимый вред. Смотря на их трупы, оператор замечает кого-то вдалеке. В полной готовности выстрелить он забывает про спину, из-за которой его атакует один из астроскибидистов, после чего он сразу же пытается ударить его своим клинком, но тщетно, ведь оператор опять успел поставить свой имбовый щит. Но не все так просто. Несколькими мощными ударами скибидисту удается его сломать, после чего уже оператор отлетает от него в надежде ранить того лазером, однако тот лишь прикрывается своим клинком и вместе с этим делает мощный рывок, которым полностью валит оператора на землю. Подлетев поближе, становится возможным разглядеть этого астра. У него есть мощная четверная лазерная пушка, а также он обладает двумя обычными пушками на спине и одним желтым клинком в другой руке. Он готовится прикончить нашего оператора, но в скибидиста прилетает уже другой клинок, не его, который, между прочим, пронзает его голову насквозь. Но скибидист выжил, и после этого поворота в него сразу же влетает скибиди-гибрид в модных очках, атакуя его своей улучшенной бензопилой, которой он также умудряется отрубить его крепкую клешню с пушкой. Астра же удается заблокировать эту атаку шлемом, но ненадолго. Сзади к нему подходит спецназовец, который производит удар своими серпами, тем самым лишая Астра двух его рук, и сразу же после этого стреляет в него из своих наплечных ракетниц. Астра отлетает назад, и выясняется, что это было продуманное комбо трех гибридов, ведь сзади к нему подлетает Рэмбо, который хватает скибидиста и начинает сжимать тому голову своей накачанной ручищей. И наконец
Наконец-то, покончив с этим Астра, гибриды начинают подготавливать свое оружие уже к следующему бою, в то время как наш оператор не понимает, что вообще здесь происходит, и уже готовится выстрелить по спецназовцу. Но тот лишь спокойно и с упреком говорит своим браткам: «Почему бро целится в меня? Он что, глупый?» После чего гибрид с циркуляркой добавляет: «Мы вообще-то спасли твою жизнь». К оператору подходит сам Рэмбо со словами: «Расслабься, мы здесь не для того, чтобы никому навредить». Фраза из первого спойлера: «Пора нам стать друзьями. Официально». Но в ответ на это он получает агрессивный жест от оператора, но Рэмбо, лишь посмеиваясь, снимает свои очки, чтобы посмотреть в наглую видеокамеру оператора своими желтыми глазами, говоря вместе с этим: «Мы не просим», подразумевая то, что мнение оператора для них ничего не значит. Но этот диалог прерывает небольшая прибывшая группа Астра во главе с маневренным Астро-перехватчиком, который начинает стрелять во все, что движется. Однако в тот же момент из-за угла приходит наш родненький диджейчик, которого можно рассмотреть поближе, ведь его неплохо прокачали, и теперь на нем присутствует множество колонок, довольно-таки символично, а также 4 лазера. Из интересного, у него появился джетпак. Напомню, что до этого он мог летать и без него, и это было очень странно. В свое время этот факт создал множество теорий вокруг него, но теперь стало понятно, что это была лишь ошибка анимации. А также, ко всему прочему, он показывает свой настоящий рост, ведь он оказывается больше Астро-перехватчика, которого он сносит своей ударной волной из колонок, после чего к буллингу Астры присоединяется и Рэмбо с камерострайдером и ученым. Благодаря комбинированной атаке они умудряются сбить мощного Астра, но тот все еще продолжает атаковать. И на это уже откликается и сам оператор. Он начинает стрелять из своего лазера, тем самым отвлекая Астра, пока в спину к нему подходит Скибиди Майкл Джексон, который пронзает своими клинками голову Астра, после чего он откидывает ее в сторону. Казалось бы, победа, диджей флексит, а остальные гибриды подлетают вместе с камераменом-ученым, но вдруг отсеченная голова Астра оживает и с неистовым ором начинает бежать к оператору на своих отросших лапках. Думаю, от этого камерамен успел нехило испугаться, но к нему на помощь приходит Рэмбо, решая сыграть этой головой в мячик и заодно сбить ей маленького Астра-скибидиста. Из интересного хотелось бы подметить, что скибидисты стали использовать улучшенную версию своих оружий. Это можно заметить по появившемуся на них желто-оранжевому цвету. Точно такие же мы наблюдали и у Астра. По всей видимости, им тоже удалось заполучить их образцы, из которых они в свою очередь смогли прокачать свои орудия. Или же они получили их другим способом, например, от тех же TV-менов, которые уже очень давно изучают образцы Астра. Но лично я склоняюсь к тому, что скибидистам этот образец принесла именно Скибиди Вумен, которая оторвала пушку мини-Джаггернаута в 75-м эпизоде. Но суть в том, что улучшенными оружиями они могут наносить значительно выше урона по Астро-скибидистам, а это значит, что технология очень полезна. А также некоторые Астры не погибают от удара в голову или даже после ее отсечения. Они способны отрастить хоть и маленькие, но лапки, на которых они вполне могут сбежать или продолжать бой. И это довольно интересный факт. Но давайте все же вернемся к концу серии. Оператор хочет послать Рэмбо куда подальше, но в моменте он передумывает это делать, показывая тому лайк, на что тот лишь смеется, показывая свои бицухи полным планом и говоря «Let's go», что в переводе означает «погнали». Серия действительно получилась очень интересной, а учитывая то, что писал Дафак Ибио, серии после этой будут только лучше, а также предположительно в ней будет не 3, а целых 4 части. Надеюсь, вам понравился этот разбор, и если это так, то поставьте лайк на это видео и подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать следующие мои видео. Не забывайте заходить в Телеграм и писать комментарии, что вы думаете про эту серию и что же будет в следующих. Ну а на этом я с вами не прощаюсь, и мы увидимся уже в следующем разборе.